Всем привет! Вот только начал съемочку, сразу и ветер пошел. Сегодня речь пойдет о простом изобретении китайских алхимиков, которое называется USB-переходник для вот таких вот девайсов типа айфона и айпэда. Казалось бы, чего проще, но тем не менее до сих пор компания Apple пытается содрать кучу денег за подобные штучки, так скажем. Потому что, естественно, еще при Стиве Джобсе был выпущен вот такой вот переходничок. Сейчас резкость покажется. Вот. Такой переходничок старым айфоном, да, с одной стороны был USB, с другой стороны там куча-пиновый разъем. Вот, но тем не менее этот переходник, естественно, к новой не пойдет. Но продается новый, как он называется, камера Connection Kit. Ну, понимаете, что он стоит приличных денег, и он не всегда нужен и не всегда удобен. Поэтому речь сегодня пойдет, как проще всего, если вы видеоблогер, вы фоторепортер, вы что-то снимаете на зеркалку, вы снимаете на экшн-камеру. Где моя, кстати, экшн-камера? Где-то оставил в машине. Снимаете на экшн-камеру. Быстро перенести фотографии на iPhone. Айфоны сегодня достаточно мощные, вернее, они настолько мощные, что, они даже превосходят, извините, компьютер. У меня дома какой-то стоит там компьютер, он гораздо слабее. На айфоне, на айпэде я быстрее обработаю и создам какой-то видеоролик. Кстати, все мои ролики я практически обрабатываю только на айпэде. Это быстро, это удобно, это всегда под рукой. Не надо ничего голову морочить. Но в чем преимущество этого кабеля? Сами понимаете, что по проводам перебросить фотографии с камеры или экшн-камеры на iPhone гораздо быстрее, чем вы будете это передавать через Bluetooth или Wi-Fi. Поэтому такой кабелек, который сейчас вам покажу, я считаю, что must-have для всех, кто имеет дело с профессиональным видеоблогерством либо фотографией, особенно если вы снимаете в 4К, и видеофайлы имеют просто гигантский размер. Вы представляете себе 4К перебросить на iPhone или iPad по беспроводной связи? Это, я вам скажу, это время занимает, будь здоров. Поэтому только проводное соединение. Смотрите как. Вот такой вот кабелек. Компании Dr. Memory. Видно его, да? Вот такой вот он, хитренький. Dr. Memory. Поддерживается USB, правда USB 2.0, но хрен с ним, хоть что-то. Зато все операционные системы. Поехали дальше. Значит, в комплекте у нас идет, собственно, сам кабель. И вот такая простенькая инструкция, как бы с описанием приложения, которое нужно будет установить на телефон, чтобы телефон понял, что именно вы подключаете к нему. Короче, вот такой вот шнурок в виде какой-то змейки, такой красивый, короткий. В принципе, на первый взгляд ничем не отличается от простого USB, который вы вставляете в зарядку, но здесь, с одной стороны, да, здесь есть вот Lightning разъем, фокус, на виду фокус, вот, с одной стороны Lightning разъем, с другой стороны, вот, как бы тоже похоже на обычный USB, но имеет дополнительное отверстие вот с этой стороны, видите, то есть оно как бы снизу, сверху идет как обычный стандартный USB, а ниже идет разъем под microSD карточку. Особое удобство, что здесь ничего не надо делать, то есть вы вставляете этот кабель просто в телефон, сюда вставляете карточку, подключаете к телефону, и телефон сразу, или iPad, еще раз повторюсь, это без разницы, главное, чтобы был вот этот Lightning разъем, и iPhone сразу предлагает загрузить необходимое приложение. То есть это приложение именно разработано этой компанией для именно вот этого кабеля. Давайте перенесемся ненадолго в домашнюю обстановку из леса.
достаточно сильный ветер. Вот покажу в домашней обстановке на столе, как, собственно, что происходит, если мы подключим этот кабель с картой памяти к iPad. Берем этот кабель, значит, как я уже показывал, он имеет с одной стороны выступ для карты памяти, вернее, не выступ, а такое специальное углубление. Карту памяти будем использовать SanDisk. Значит, я использую скоростную SanDisk Extreme Pro. Вы можете использовать, в принципе, любую, но скоростная, конечно, предпочтительнее. Значит, вставляем сейчас карту памяти таким вот образом. И выбираем вот такое вот приложение, которое мы предварительно скачали. Называется iUSB. И просто вставляем разъемчик, этот кабелек, просто разъем Lightning iPad или iPhone, без разницы. Или, конечно, неважно какой стороной, без разницы абсолютно. То есть идет запрос, разрешит ли доступ к Apple-овской технике, мы подтверждаем. Открывается окно с папками, которые уже находятся на нашей карте памяти. То есть мы выбираем папочку, где идет фотография или видео с камерой. Далее у нас есть кнопка «Править». И, собственно, выбираем те видео, с которыми нужно что-то сделать. Можно их удалить, можно скопировать. В данном случае мы выбираем «Загрузить фото», поскольку нас интересует перенести их на iPad. Перенесли буквально вот 3 видео, там общая сложность, общий ее объем где-то несколько гигов, вот оно перенеслось буквально за несколько секунд. Также я записал предварительно фильм, просто подключил к компьютеру, и видите, вот идет на экране фильм напрямую с этой флешки. Для того, чтобы переписать что-то или фильм, или что-то другое на эту флешку, не надо карточку вставлять в какой-то адаптер, просто берете этот же USB разъем вместе с флешкой, втыкаете, вставляете в USB порт компьютера. Достаточно все просто, имеет встроенный проигрыватель, как бы ничего такого хитрого здесь нет. Также есть настройки программы, то есть там можно настроить, можно еще бэкапить контакты с вашего устройства на карту памяти, и такие основные программы. Это у нас те папки, которые на iPad, то есть чтобы мы могли переписывать в определенную папку, не только прямо в галерею. Вот и все. Вот, собственно, такой простой гаджет, который очень удобно. Я его всегда теперь использую, всегда с собой, очень удобно. Отснял какой-то видеоматериал, в том числе и этот, и просто вынул карточку, вставил, подключил к iPad. Если большой iPad с большой памятью, все туда можно сразу перенести буквально за минуты. Если это 4К видео, то вы сами понимаете, что скачивать по Wi-Fi с телефона, с камерой, это будет очень долго. Или по шнурку через компьютер, это, короче, целые костыли. Здесь же все гораздо проще. Вставил буквально 4К, фильм обычный, там 1,7 гигов, 1,4 гига где-то скачивается за минуту. Если, естественно, 4К, это будет немножко, может быть, подольше, но все равно это гораздо быстрее, чем беспроводная связь. Но, тем не менее, я все равно благодарен компаниям, производителям фотоаппаратов, которые наконец-то в 21 веке сделали беспроводное, так сказать, соединение. Если вам просто перенести фото, это одно. Если перенести видео, это, конечно, немножко дольше. Поэтому рекомендую вот такую штуку. Проверенный кабелек, дешевый. Кстати, стоит, я не сказал, сколько стоит. Стоит порядка $15 на Алиэкспрессе. И работает практически безотказно. Качество очень хорошее. Никаких тут надрывов. Я месяц пользуюсь, где-то месяц, пока надрывов не наблюдается, и, в общем-то, проблем тоже. Так что рекомендую. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, смотрите на следующие гаджеты в моем следующем видео. Всем пока!